Давай, conมา Ý như là Ấn Độ vậy á, chứ không phải Tây đâu. Всем привет! Мы семья из Беларуси, и мы сейчас путешествуем по Азии. Мы вылетаем из Индонезии во Вьетнам. Прилетаем в столицу Вьетнама, город Хошимин, который до 1976 года имел название Сайгон. Но в нем мы не задерживаемся, так как нас интересует больше море с пальмами, а не мегаполисы. Садимся дальше на самолет и еще 40 минут летим на вьетнамский остров Фукуок. Это крупнейший остров Вьетнама. Напоминает треугольник, в длину 50 километров, а в ширину 25. И находится примерно в 40 километрах от ближайшего вьетнамского города. Население Вьетнама аж 100 миллионов человек. Но на острове живет всего лишь 50 тысяч вьетнамцев. Вроде остров небольшой, но на нем не заскучаешь. Есть что посмотреть. И канатная дорога самая большая в мире над морем и внесенная в книгу рекордов Гиннесса. И огромный парк развлечений. Есть и кокосовая тюрьма, зоопарк, водопад, ночной рынок и многое другое. Ну что, летим с нами? Антон! Выходим! Куда? Новый год будем праздновать во Вьетнаме. Серьезно? Да. Блин, круто. Друзья, мы видим море. Я хочу, чтобы оно было чистое и теплое. Хотя я уже немножко сомневаюсь и в чистоте, и в теплоте. Здесь, напротив вот других азиатских стран, заметь, чуть-чуть прохладней и воздух совершенно сухой. Воздух как белорусское лето, да? Да, нету влажности, чувствуется, что... В тех странах мы вот вешали шорты высохнуть, они 3 дня сохли. Тут чувствуется, что сухой воздух. Наверное, будет и море холоднее. Сейчас проверим. Так, вода прохладная, пляжи чистые и мало народу. Ну, холодная вода. Не как на Мальдивах. Надо будет, тяжело будет заходить. Ну, как у нас летом в озере, ну. Я хочу на Мальдивы. Боська, ты представь, а где-то сейчас вообще лед стоит. Мы опять миллионеры. Полимерные пластиковые деньги. Вот здесь $100. Это 2 миллиона 500 вьетнамских донгов. Знаешь, как я запомнил донги? Река Дон. По-другому не запомнил бы. Все социально. Давай. Молодец. Молодец. А вторую тоже дашь. Ах ты, хорошо. Мы, наверное, сюда заселяемся к тебе. Да не грузи меня вообще. Я что-то по собакам соскучился. Ну, все, будешь наслаждаться здесь. Что ты меня прозеваешь-то? Давай вторую лапу. У нас Найда боится, нас убегает, а это нет. Играется, да? Сейчас мы тебе укол дадим, будешь нас тоже бояться. Вот такой вот мы номерок сняли. Вот этот, например, номер стоит всего лишь $20 на сутки. И тут все, что есть, даже в тех номерах, что мы жили, по $100. То есть то же самое, что холодильник, чайник, телевизор, сейф, ванна, туалет, вот такой вот. 2 метра до бассейна и 600 метров до моря. Подписчики нас часто спрашивали в комментариях, когда вы уже домой? А интересно, где вы будете встречать Новый год? Друзья, мы сами этого не знали. Мы не знали, что будет завтра. Вообще мы собирались с Бали ехать совсем в другую страну. Но там резко подорожало проживание на новогодние каникулы. А тут во Вьетнаме мы нашли прихороший отель и всего лишь за $20 за сутки. Мы собрались просто мгновенно, нашли билеты на Aviasales, заплатили своей картой и вот сели на самолет и приехали сюда. И получается, тут проведем и встретим Новый год, получится и выгодно, и необычно, и дешево, наверное, так, что здесь 10-дневный отдых обойдется дешевле, чем снять коттедж на новогоднюю ночь
например, в Москве. И в этом же отеле можно взять в аренду байк за 5 баксов. Сразу же поедем, да? Нам нужен только переночевать. Подушки мягкие, кровать чистая. Поехали. Какие? One, This one is for this one. two, 3. three. The helmet is inside the trunk, okay? Так, Yeah. бардачок есть. Yeah. Хорошо. А, здесь шлемы. Слышишь, а как ездить? Ездить как? Покажи ему, как ездить, я не знаю. Do you know how to ride? Электро, скутер. It's the same, but yeah. 7-7? Same. Да, говорит, одинаково. Ну, Inside here. Ага. This one. ага, окей. You push this. Ага. Push, okay? Газуешь. Open. And then push this. And А, slowly. slowly. Slowly, типа, говорит, медленно. Окей. Slowly. Slowly. Ага, хорошо. Yeah. Yeah. Try it this way. Try it this way. Сейчас попробую. Хорошо. Сейчас. Yeah. Я ж тут этот. Сейчас. Подожди. Yes. Just roll carry. Just drive around. Yes. Then push this. Yeah. That's right. Wait. Wait. Yes. Just slowly. Don't go too fast. Just slowly. Yeah. That's yeah. Hey, wait. Be calm, man. Okay. Вот так медленно и поедем, да? Куда поедем? Я не знаю, но чел, который нам давал байки, если бы он умел перекрестить, он бы сказал, ребята. Во Вьетнаме, как и во всех азиатских странах, легко можно взять мотобайк в аренду. И это самое распространенное средство в Азии. Стажа у нас не было. И мы только тут решились на такую авантюру. Так как здесь, как и дома, правостороннее движение и не сильно загруженные дороги. Но все равно ехать было страшно. Ведь вьетнамцы часто летят по встречке. И первое, куда мы направляемся, в парк развлечений Win Wonders. Ну как тебе? Чуть-чуть еще боюсь. Ну, ничего, пройдет. Если вы поехали отдыхать на остров Фукот, то обязательно должны посетить этот парк развлечений. Тут есть куча аттракционов, аквапарк и даже океанариум. Идеальный вариант ехать с самого утра, к самому открытию. Тогда и народу будет меньше, и жары еще не будет. Стоит сюда 1 миллион, это если на день пойдешь. Это 1 миллион донг, это получается $42 примерно. Но мы взяли за 1 500 000 день дня. сюда и день сафари. Тогда получается здесь $30 и там $30. Получается намного дешевле. Да, это Что нам здесь ждать вообще? Это Диснейленд, подобие Диснейленда. Либо Порт-Авентура, как в Испании, в Париже, либо вот в Америке, то есть это Диснейленд. Парк развлечений. И самое интересное, что это есть не только на Фукоке, а это же еще есть и в континентальном Вьетнаме. Здесь И возле Нячанга, между прочим, тоже там есть тоже такой парк развлечений. Это одна и та же сеть, то есть можно посещать, цена одинаковая. Прости, везде. сынок. Привет. If you want to go safari finish, Safari tomorrow. tomorrow. Excuse me, you ticket just one time, go out, not come back. Окей. Okay, you take a picture. Она сказала, что по этому ваучеру можно выбрать любой из этих ресторанов и покушать на 250 000, Да, это на $10. За $10 тут можно вот такой пузо наесть. Типа бетонный фундамент, типа кирпичные стены и типа деревянные. А на самом деле какой-то гипсокартон. А как красиво это сделали. Я хочу такую баню на хуторе. Что-то я много хочу. Что-то тебе много проектов здесь
Фонтаны, баня. Я уже даже чуть-чуть хочу мотоцикл. Серьезно? Зашли в ближайший ресторан, тут их сотни, и сразу же вот меню, типа вот на 250 тысяч донгов, вот это мы вам принесем. Если хотите доплатить, то будет уже 300 тысяч. Если хотите что-то докупить, тоже цены есть. Но мы пока что, мы даже не переводили, мы вот интересно, что они принесут за эти деньги. Это вы что, с ума сошли? Блин, мы вроде бы столько не едим, слышишь? Дима, Это на всех? я не понял, ты заказал это это что? для себя только? Слышь, это мы только вот сюда зашли. Это мы только что... Слушай, я не понял, мы вообще пойдем на аттракционы или нет? Я обожаю Вьетнам. Вообще капец. Я в шоке. Выбираешь самые смачные, да, кусочки? Мы это все не съедим, это 100%. Значит, ну человек 5-6 точно принесли. Тут хоть А бы, нас втроем только. хоть бы перепробовать все, да? И заметь, супы, вот. Короче, ну все вкусное. Все вкусное. Не знаю, что кушать. Вьетнамская кухня, я точно скажу, она понравится любому европейцу. Хоть она и на азиатскую похожа. Готовится все не перченое, не острое. Ну, Если дополнительно- ты хочешь, отдельно, да. Дополнительно перчик вот стоит. Кто любит. Ребята, мы даже половины не съели. Ну и пойдем лучше по парку прогуляемся. Тут сейчас будет парк аттракционов, веселые горки. Но я больше хочу в аквапарк сходить. Но пойдем туда в последний момент, потому что я там точно задержусь надолго. Да? Ну, пошли. Free Mental Health. Trò chơi này không dành cho phụ nữ mang thai, người có bệnh huyết áp, tim mạch hoặc rối loạn tim. Keep your personal belongings on the available shelf or have them taken care by your company if people. We do not take responsibilities for any loss or Слушай, ну руки трясутся еще, блин, слышишь? Там вообще не страшно. Антону чуть-чуть страшно, а мне вообще не страшно было. Ну, зато его громче всего слышно было. Я вообще, ну, стоит очередь, да стоит очередь. Мы пошли в очередь, стали, мы же не знали, куда даже идем. Мы даже вообще не знали, что будет. А нас давай вертеть вот так вот вверх, них и свертело. Вообще, ну, В следующий раз надо проверять, куда идешь. блин, надо успокоиться перед следующим аттракционом. Друзья, не ходите сюда. Просто пошли, покушали и можно домой идти. Неинтересно. На выходе можно купить фотографию. Антон, быстрее, Валька, быстрее заходите. О, здесь кондиционер. Короче, она сказала, что за 20 минут полностью мы сделаем круг. Я сегодня у Антона услышал одну фразу. Мне во Вьетнаме нравится больше всего, где мы только еще и были, да? Друзья, ну а посмотрите вот реально по цене. Вот просто по цене. На берегу океана, в огромном парке, где есть аквапарк, горки, ты платишь всего лишь $30, с 10 из них тебя кормят, а за эти 20 ты идешь, очередей нету. Бесплатно на все аттракционы. То есть тут несколько гектаров развлечений, и ты на любое развлечение идешь. Находишься сколько хочешь, идешь сколько хочешь подряд.
Ну это разве не круто? Это обалдеть. Ты представляешь сюда приехать с ребенком, там 8-12 лет, это просто, ну, наверное, так знаешь, мечта из наших мультиков детства. Толкучек нету, очередей нету. Просто на входе заплатил, делай что хочешь. Да, вот в любом Порт-Авентура, либо Диснейленде, там везде будут очереди, ты будешь стоять по полчаса, а то и больше, бывает на один аттракцион в очереди только. Там даже отдельно продаются пасы, ну это проходки такие, что ты якобы VIP, и ты отдельную очередь идешь, да? Так там- Здесь вообще ничего. Там будет стоить минимум $100. Да. Да вот просто зайди в любой в туристический аквапарк, будет стоить 30-50 евро только аквапарк. А тут 30 с обедом все. Ой, вот так страшная горка, которая пока что самая страшная из всех. На которую мы прокатились сейчас. И мы вот с утра сюда пришли и можем здесь находиться до 19 вечера. Да, класс. Пришел, рестораны на территорию, как говорится, ты не паришься, даже если ты с семьей. Это в эту большую черепаху заходим. Слушай, это как в Атлантисе, да? Друзья, вот этот линь размером с Антона. Такого бы на червячка. Хотя это... Кого на червячка, Антона или Линя? Тебя на шаурму надо ловить. Этот аквариум считается крупнейшим во всем Вьетнаме. Здесь обитает более 9000 морских существ. Вы можете увидеть редких и диковинных подводных обитателей, которых тяжело встретить в дикой природе. Смотри, осетровые. Белуги. Ух, какие они мощные. Какие они красивые. Кстати, осетры же должны по дну ходить. Почему эти вверх идут? Вот так они должны все ходить. Они питаются снизу. Странно, почему они поверху плавают. Вот этот с молокой, а вот это с икрой. Такая икры на добрых 20-литровых 2 кастрюли есть. Вся территория аквариума разделена на 3 зоны. С пресной водой, потом пещеры, где можно увидеть различных рептилий со всего света, и океан, обитатели соленой воды. Океанариум представляет бесплатного гида, который подробно расскажет о морских существах и среде их обитания. Каждый день в 11:15 в аквариуме Винперл проходит подводное шоу русалок, а в 10:17 вы можете посмотреть, как кормят рыб. Вьетнамцы в жаркой стране создают снег. Они ж ходят по натуральному льду и снегу. И в натуральных условиях живут. Над внутренним дизайном аквариума тоже постарались. Заходя в зону релакса, можно увидеть пруд с японскими декоративными карпами, мостик и искусственный водопад. Выглядит очень завораживающе. И все-таки покушать мы поторопились. Можно, Только что об этом тоже подумал. можно было кушать среди акул. Выход из океанариума через сувенирную лавку. Через шоп, да. Все продумано. Конечно. Вот мы здесь были, вот. Тут были, тут были. И тут были, и тут были. Нам надо вот на эти горки сходить. Вот это Я боюсь, да. Если вы запланируете сюда поездку, планируйте целый день. Не на полдня, на целый день. С утра зашли, вечером ушли. Какая она гигантская. Самый гигантский океанариум, который я видел в жизни своей. Ну, наверное, еще бывают больше. Сейчас мы стоим в очереди на канатную дорогу. А что они так слабенькие эти? Сейчас.
81,5. Ты тоже не проходишь. Прохожу. Я подпрыгну, да? Давай тихонечко, давай руку тебя придержу. Давай придержу тебя. Опирайся вверх. А, нормально. Нормал? No? Goodbye. Goodbye, baby, говорит. Goodbye. Я. Ну, тоже, 75. No? Ты пельмень. Goodbye. Друзья, нас не пустили на канатную дорогу. Я хотел по верху походить. Блин, слушай, им хорошо, они маленькие вьетнамцы, да? Они туда проходят взрослые. Они туда не рассчитаны, да? Как бы я хотел здесь полазить. Ква-ква. Блин, как бы я хотел бы там поквакать с тобой. Слушайте, короче, хотите сюда попасть, на этот парк аттракционов, худейте до 75. Да? Мы через недельку вернемся, да? Каждый раз после каждого блюда во Вьетнаме требуют расписаться. Какая-то бюрократия. Зачем расписываться? Просто Кому это надо? отчетность. Кружка! Сапоги! Сейчас возле медведя буду стрелять. Пульки не настоящие, но эффект попадания есть. Люблю тебя, подруга. А я тебя. Ты куда? Пока. Мы с Антоном таки ходим. Хоть бы нам не прийти опять на такой страшный аттракцион, как первый. Я все молитвы вспомнил. Которые еще Мне кажется, он еще не самый страшный. может быть, еще будет страшнее, да. Американские горки, мне кажется, будут просто... Антон, давай почитаем, что здесь хотя бы. Тут написано какие-то змеи, Антон. Мы, кстати, не проходим по весу на новый уже. Ну, просто мы зашли в комплекс детских аттракционов, и нас никуда не пускают. Вьетнамцы строили... Вальку пускают, без проблем, а нас нет. Ну, вьетнамцы строили для себя. А для нас, любителей свинины, что-то тут половину аттракционов не пролазим. Да, пойдем лучше. Ну да, представь, если вот из-за тебя, например, да, эта горка станет. И будет как в том мультике про Винни-Пуха. Застрял и будешь неделю сидеть там. Пока похудею, да? О, кажется, я похудел. Тяни, толкай. Винни. Пускай Валя спустится. Давай. Хочешь? Иди. Ok. Ага. Все, мы пошли в зону аквапарка, сдали свои вещи. Ну что, пошли на горках кататься? Хранитель ключа. Давай, брат. Это лучше, чем хранитель семени. Открой глаза. Открой глаза, вообще не спрашиваю. Не бойся, все. Вообще. Страшно. Я не вижу ничего. А что там? Ёпарасы, я чуть зубы не выбил. Да, брат, страшно. Что такое? Что-то попка болит. Привет, брат.
Становишься вот так вот, просто горизонтально становишься, стоишь, и тут у тебя убирает землю из-под ног. И реально такое падение, что боль от воды идет, боль. То есть, ну, больно. Когда тормозишь, она в воду торможение. Да, да, да. Антона не пустили, не потому пускаем что меня замочки, надо тебе что придумать. Да. Либо замочек набрать. Мы сегодня столько адреналина получили. И мы еще много всего-то, скорее Нет, всего, это только 10%. пойдем на американские горки. Обязательно. Поражает, с какой щепетильностью вьетнамцы относятся к твоей безопасности. Каждый раз тебя взвешивают. Даже если ты ходишь постоянно на одну и ту же горку, он тебе показывает на весы. Я уже начал возмущаться, что хватит уже, ты же запомнил, что я нормально вешу. А он показывает на камеру и продолжает тебе диктовать технику безопасности. Каждый раз, когда я стою в этой кабинке, и у тебя уходит нос под ног, я стою и думаю, зачем я сюда залез? И когда я уже спускаюсь, ну не так уж и плохо. И каждый раз залазишь, все равно боишься. Ох, и страшно. Еще раз. У меня уже адреналина нету, и все равно страшно. Я готов. А что делать? Как в самолете. Пока, любимый. Немножко чувствуешь себя изнасилованным, да? Да вообще, слушай, Но скажи, что было не страшно. я думал в одной горке, что вот мы так едем, да, и мы куда-то туда улететь Все, должны. улетели уже. Но мне самое страшное было даже не мертвая петля, и даже не вот так вот ехать вверх ногами. Мне самое страшное, когда мы заехали на самую высоту, это пятиэтажный дом. Вот так вот остановились, ты повис, и потом резкое падение опять. А потом еще, когда перед туннелем едешь со всей скоростью, да, и это кажется, просто сейчас вот в эти капец. камни завалишь, и он резко вниз. Оп. Да, это такие самые страшные моменты. Но нас прикачало. То есть чувствуется, что так укачало. Наверное, надо ехать домой уже. Нам еще на мопеде крутить. Да, Но мне да, уже да. больше ничего не страшно. Мне кажется, я буду ехать 150. Что-то трусы мокрые. Не, классно, классно. Всем рекомендуем это. Ничего супер страшного там нету, но она Сегодня был самый адреналинистый день в моей жизни. Мопеды, вот эти вот все американские горки, вот эти вот аквапарки, которые в свободном падении, когда землю под ног убирают. Это круто вообще.
Фу, день такой был насыщенный. Столько Ты аттракционов. знаешь, меня так прибило, я не знаю, как мы сейчас будем ехать. Вот. Наверное, 10 километров в час. Такой. А нам до дома еще 30 километров. Слушай, ну это тоже аттракцион своеобразный, сейчас в темноте среди этих мотоциклов. Да здесь вся дорога освещаемая, так что я думаю, что здесь проблем никаких не будет у нас. Как прошел ваш день, ребята? Ну, сегодня так его классно провели. У меня, оказывается, жена-мужик. С чего ты так взял? Ты знаешь, у меня вначале потела спина здесь, пот тек по спине, я так волновалась, меня вот так вот. Я тоже. Мы сегодня первый день, целый день провели на байках. Целый день вообще. Я тоже так переживал. Я все время путал газ с тормозом. Я чуть в столб не зафигачил. А к вечеру уже стало как часть руки твоей. Ты уже Как знаешь, на велосипеде. да, ты уже Ну, знаешь, легко. где тормоз, где газ. Мы уже всех обгоняем. Мы уже гоняем лучше, чем местные. Валя гоняет. Антон вообще интересно. Он в какой-то такой каске. Ему, знаешь что, ему только надо рядышком люльку с автоматчиком и все. Здесь очень хорошо учиться, движение не интенсивное. Да, И да. вначале было тяжело. И правосторонние. Вот Как дома. Да, вот здесь легко учиться ездить на байке. Вообще, первый раз в день я в детстве хотел, я плакал, купите мне мопеда, мотоцикла. А папа говорил, хочешь разорить друга, купи ему фотоаппарат. Хочешь убить друга, купи ему мотоцикл. И, короче, у меня так и не было мотоцикла. А я азартный все-таки. А я всегда боялась мотоциклов, очень боялась. Поэтому я села и вся потею, еду, думаю, неужели я так целый день буду ездить потная вся? Сейчас этот мопед как часть руки, да? Да. Ну и погнал вообще. Валька потом за мной где-то 65-70 валила и нормально было. Да, уже сейчас обгоняю всех там, это еду как... Она ездила сегодня 95 километров в час. На мопедике 95 километров в час. Сумасшедшая. У меня жена мужик. Она со мной на рыбалку, на мопеде гоняет. Я эти доски разгружаю, Валя со мной. Повезло, дружбан. Выезжаем в зоопарк. С каждым днем мы увереннее и увереннее чувствовали себя за рулем мотобайка. Сегодня у нас на светофоре сел аккумулятор. Местный вьетнамец выбежал из кафе, показал, где ремонт, нам за $5 поремонтировали, и мы поехали дальше. Маленькая неудача, но все равно мотобайки мы отдавать не хотим. Берем в аренду на весь срок пребывания во Вьетнаме. Винперл Сафари Пхукок – это первый во Вьетнаме парк ухода и охраны полудиких животных, который расположен на 380 гектарах. Зоопарк был признан международным сообществом за полное совпадение природных условий. Тут животные могут быть сохранены и воспроизведены для размножения и создания новых стад. Спишь? А если тебя за хвост потрогать? Да, спи, не отвлекайся. Винперл Сафари Пхукок имеет два основных подразделения – открытый зоопарк и сафари-парк. Это общий дом для тысячи животных. Тут живут множество редких животных со всего мира. Вот этот левый цесарь, самец, а две белых и лавандовая самка. А где вы яйца несете? Сейчас яиц найду. Кстати, вот эта птица никогда не показывает, как она спаривается. То есть, он на нее при людях не залазит. Иногда, мы же держали несколько лет, только если где-то резко выйдешь, увидишь, а так они оббегают, все, и так вот. Уединяются, да? Этот парк такой большой, что чтобы посетить все районы, вам понадобится целый день.
поэтому лучше всего ехать рано утром. Зона сафари разработана так, что отвечает самым строгим условиям модели сафари. Здесь животные находятся в полудикой среде. По сафари-парку нас возили на автобусе. Гиды рассказывали об образе жизни каждого животного, но на английском языке. Здесь можно увидеть тысячи разных животных. Помните, мы были в сафари-парке на Шри-Ланке? Там нам показали только слонов и павлинов. Сказали, остальные животные спрятались, извините. А на Занзибаре нам экскурсоводы предлагали съездить на материк, на сафари-парк. Там цена была $1800, и мы отказались. А тут за $20 вы увидите всех животных, и африканских, и индийских, со всех уголков планеты нашей. Приехали на какой-то рынок, пацаны сразу говорят, давай в тенек на свои мотоциклы. На свой паркинг. Нам надо пауэрбанк, пошли туда. Мы до сих пор пользуемся такой с черничками, но он уже как бы слабо, нам уже не хватает 10 тысяч, а заряжает всего лишь один телефон и все. То есть На он пятерочку работает. уже умер он. Сейчас посмотрим, может что-то другое предложит. 690 Этот 690 тысяч, да? А этот? rồi là 500. А это 500 тысяч, да? Никто здесь не знает английский. Вообще, ну, единицы. Что тут подбежало уже? Туалетную воду нюхаю. Они китайские в любом случае. Да, в аэропорт нельзя было большие баночки брать с собой в самолет. А вот такие можно, да? До 150 грамм вроде бы, да, Антон? До 100 миллилитров. Вот здесь 22 миллилитров. Вот такую можешь брать. О, смотри, вот это вкусное. Тебе понравится. Давай. Да? Так она и... А тут они... Здесь вкусное. Подожди, у нас один и тот же продавец? Так что будут она на весь рынок? А джинсы? А шортики? Тоже свои? Нет? How much? $350. Смотри. 250. Давай? Нет. Пошли, Валя. Мы уходим. До свидания. 300. Давай еще раз. Поровну. Да. Нормальный ж прайс. Да? Говорила нет. А что она? 299. Богатая сегодня ты. Айскрим 3. How much? Handmade? Handmade ice? Сейчас покажет бумажку, сколько стоит. А, ну Ты у него понятно. спрашиваешь, Я спрашиваю, или ручная работа? Да, 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 да. А он сейчас покажет тебе, сколько денег дать. А, сколько? Покажи. Видите, как с ними объясняемся? Он сейчас покажет купюру, это значит, столько стоит мороженое. Пятерку всего. Thank you, thank you. 3, окей. Нате много денег, во, да? О, 3 пикс, да, 3. Да, 1, 2, да, 3. да, да. Видите? У них Может- да, тоже да, Окей. между прочим. Да, ну так мы и говорим, да, 3. Он Ты говоришь 3. А что почему? там у тебя лежит? О, а что это такое? Мороженое тоже? Что это? Что это? Это сок. Давай. Слышь, сейчас отрежет одного. Что делать надо? Давай, 3. Là cái gì nói gì chú? На тебе много денег. Во. Móc tiền ra. Это типа йогурт там. Tiền ra, cái bao nhiêu? Mua mấy bọc? Một Cái bọc bao thôi nhiêu hả? tiền? Móc Một cái tiền 5 ra. ngàn chú nói giùm. Как с вами поговорить? Вот, забираю у тебя, вот. Anh, đưa 20 На, ngàn держи. này nha, để em thối А, nha. уже да. Nè nè. Thối Rồi. mà, thối mà. Спасибо тебе. Thanh Kiều nha. Спасибо. Данкишон, да. Để coi nói em ăn gì. Что это? Это йогурт. Спасибо.
Давай, conมา Y như là Ấn Độ quá vậy á, chứ không phải Tây đâu. Thôi mà. Thank you. Заметь, мы на рынке идем себе спокойно, нам никто не пристает, купи. Да, вьетнамцы вообще не приставучие. И не только на рынке, нигде, никто тебя не заставляет ничего покупать. И даже если вы у них покупаете, для вас цены точно такие же, как для местных. Это плюс, между прочим. И торговаться можно. Ну да, торговаться все равно можно. How much? 15. 15 тысяч. Нормально. Потому что я думал, он скажет дороже, чем здесь написано. Здесь написано 20 тысяч вообще. Давай, 15 тысяч, беру носки себе. Кельвин Кляйн настоящий. Вот тут все подделка, но носки хорошие. Это и смотри, вижу здесь оригинал. и найковскую тоже себе купил здесь, да? 100, на тебе 100 тысяч. На тебе 100 миллионов. Мы ходим закупаться в самый большой магазин. Ну, в основном вот покупаем фрукты, больше ничего не покупаем. Ну, что интересно, друзья, сейчас я вам покажу кое-что. Подержи. Домашние яйца, большие птицефабрики яйца, перепелиные. Также утиные, вот эти вот, которые ферментированные, вот эти, которые 20 дней пролежали, порченные, черные. Но есть еще хуже яйца. Смотрите, что они едят. Вот когда курицу убиваешь, в ней остаются вот такие вот маленькие яички неразвитые. Они, походу, их едят. Все, что связано с яйцами, они едят любые. На них даже не успела скорлупа образоваться. Яичные зародыши. Ух. Недалеко от нашего отеля, 6 километров всего лишь, есть какой-то водопад. Ну да, получается, тут недорого. Так чисто формально по $1,5 вход, да? Идем к водопаду. А вот мост. Чисто бетонный. Просто имитация дерева. Такой хороший бы получился бы стол на террасу. Ну как водичка? Нормально. Сейчас видишь, не половодье. Тут воды может быть, ну, как примерно метр-два как минимум прибавится. Дно из камня, да? Посмотрите, какие камни. Это не камни, это валуны. Как фура. Ну вот, добрались мы до этого водопада. Вообще небольшой. Тут 4 метра высоты. Я вот именно так себе Вьетнам и представлял. Тут, наверное, ночью красиво. Будет шоу фонтанов вот здесь вот. Там для зрителей какие-то сидения. А кто тебе сказал, что ты во Вьетнаме вообще? А где мы? Ты что, не видишь, Италия? Это просто шок. Мы знали, куда едем, взяли с собой купальники. И в эту стоимость
канатной дороги входит еще аквапарк. Страшно? Я сижу спиной, ничего не вижу. Канатная дорога 8 километров и идет на другой остров, где и расположен аквапарк. Чувство безопасности есть. Большая просторная кабинка. Немножечко шатает. Когда ураганный ветер, то их выключают. И даже днем их выключают. У них здесь обеденный перерыв есть. Это с 12:30 вроде до часу 30. А сколько стоит прокатиться на этой дороге? $24. Но входит сюда еще и посещение аквапарка, и посещение светового водяного шоу с фонтанами. То есть, по сути, недорого. Сейчас идем кататься по железной дороге, который сделан полностью из дерева. Да, это тоже входит в стоимость билета по канатной дороге. Мне, например, было очень страшно. А Валентина, которая не боится высоты, просто обалдела. Говорит, хорошо. Это же деревянная. Мы обожаем аквапарки. Смотрите. Все, можно ехать назад. Ровно в 16:30 аквапарк закрывается. Такое столпотворение. Это ж надо сейчас всем выехать по этой дороге. Мы с вами посетили остров развлечений, канатную дорогу, а в стоимость еще входит световое шоу. Но начнется оно в темноте. Поэтому пару часиков нам пришлось просто погулять по улицам и подождать начала шоу. Это шоу словами описать трудно. Это просто шедевр современного искусства. Я даже не знаю, как его правильно назвать. То ли световое, то ли водное, то ли звуковое, то ли огненное. Все вместе, и получается вот такая красота. Лучше посмотрите, чем я буду его описывать. Thuở ấy, tôi có thói quen đi dạo trên bãi biển vào ban đêm cứ gai ách.
Когда загорался огонь, было тепло даже на верхних рядах сцены. Но даже без знания вьетнамского языка понятно, что суть этого шедевра – показать, что надо ценить свою землю, планету и мир на Земле. Шоу продлилось 30 минут, а после него был салют в честь Нового года. Димка, вези, она готова ехать уже. Охраняешь или куда-то собралась? Ай, ты умница, ай, ты хорошая. Охраняет. Поехали покатаемся. Вечером машин меньше и прохладнее ехать. Тут на Фукоке есть ночной рынок. Что здесь только не продают. От жемчужин до любой нечисти, любого гада морского. На Фукоке можно купить высокого качества жемчуг и недорого. How much? 100. 100? Yeah. Жемчуг? О, Real. не понял. Он царапает стекло? Это доказывает, что он жемчуг, да? 100 тысяч? Из картошки такое лепят здесь. Валь, твое любимое блюдо, давай с лучком фиганешь? Нет. Oyster and cheese. Да? Oyster and cheese. Согласен. Sea urchin. Sea urchin. Слушайте, что тут? Spingo. Шпинго. Seafood. Сифуд шпинго. Ой, какая у вас красота здесь. Все такое аппетитное. Сушеные? А дай одну я попробовать. Вот это покажи. На что похоже? На икру сушеную похоже. Дай вот эту еще. Вкусно? Вкусно. Надо купить. 1 кило. 1 kilo. А, я понял, что похоже. Когда вот это увидел, похоже на кальмары. No, same. No, sim, говорит. Same. Говорит, это кальмары. Okay. Их можно вот так грызть. Same. Сим-сим. Ладно. 150. Я даже не знал, что есть сушеные креветки. Ну почему их не купить, не попробовать, правда? Thank you. Оно живое! Это можно кушать, походу. Это такая креветка здоровая, иди сюда, она еще живая. Покажи, я такой никогда не трогал. А, она колючая. Они кусаются, она меня уколола. Острые. А мне нечаянно только что брызнула вода, она соленая здесь. Это все морская вода.
Trẻ ngon. Bữa bà quanh đó đặt hàng. Thank you. Я купила себе купальник. А как он в чемодан тебе влезет? Влезь, я тут белый выкину. Он стал не белый, а желтый, уже все. Друзья, кому-нибудь что-нибудь это напоминает? Просто вьетнамцы, они наши братья-коммунисты, социализм процветает. И звездочка тоже от нас пришла, наверное, к ним. Или от них к нам. Thầy ơi, ra ngoài sau phút tí 2, hô để chịu được. Делают соки, смузи прямо на месте при тебе с любых фруктов. Вот мы заказали только что вот манго, смешают нам с клубничкой. 40 тысяч, это $1,5. И очень распространены здесь соки. Мы в Эмиратах все время пьем, но там намного дороже. Thank you. Ok. Okay. А какие вьетнамцы маленькие? Все Thank маленькие. you. Полтораметровые. Вкусно. Мы уже почти везде побывали на острове и решили сегодня исколесить всю восточную часть берега. Оказывается, восточная часть вообще не заселена. Ты видишь? Вообще ничего здесь нету, одни горы. Вот мы доехали, можно сказать, до мыса. И вот те вот виднеющиеся горы, это уже Камбоджа. Тут такой вот маленький перешеек, может, километров, наверное, 20-30. Даже может меньше. Ну. Тут, получается, до Камбоджи ближе, чем до Вьетнама. До Вьетнама 40, а тут, может, каких, ну, я не знаю, может, и 10-20 километров. Да, здесь небольшое расстояние. Когда-то вообще остров Фукок, он принадлежал Камбодже. И тут даже война была между ними за этот остров. И только Франция, наверное, разобралась и отдала этот остров уже Вьетнаму. О. О. Может, давай вот эту куропаточку или что это такое? Ты будешь ее есть? Ну, не знаю. Давай лучше вот такую лапу съедим. Смотри, это утиные яйца. А лапки чьи-то? А how much? Вот Я бы это крылышко, конечно, лучше. Ơi. вот? О. Говорит, сейчас, говорит. Так, Валь, тебе что, вот это, что ты будешь? Тебе, Валя, надо что-то съесть. Я смотрю, ты голодная. Это лучше- По ее виду она... Это лучший ресторан в этой местности. Антон, мы что будем? Ты будешь такую куропатку есть? Мне кажется, Что там в есть? этой лапе больше, чем... Давай по лапе съедим. Она вкусная? Очень вкусный, вкус детства. Хотим лап купить, 2. Ту. Давай одну. Ну ты доешь, ладно. Антон! Ты не друг или не друг? Надо вот съесть 2. One, two. Сколько денег? Так еще подожди, подогреет. 15,000 please. 15? 15. Вот так Да, вот? 15-15. Это вот, Is it это a white ту? or stay? Говорит, садиться Стей, будете? стей. Видите, я вьетнамский уже хорошо Ну, понимаю. не с собой. Просто шикарно. Серьезно говоря. Антон? Да нормально. Кожа одна и немного мяса. В смысле? Одна кожа, смотри, сколько мяса. Где там масло мяса? Это бройлерный цыпленок. Это не потому что мягенький. Соус аж сладенький. Да, соус сладенький, да. Что-то мне одни кости попали. Очень вкусно приготовлено, между прочим. И мы бы во Вьетнаме нам надо кушать их местную еду, чтобы ассимилироваться как-то, быть местным.
Антон, не балуйся с едой. Я в детстве такое ел только в супе. Было очень вкусно. Но вот в ихнем соусе еще вкуснее. Я тебе серьезно говорю. Тебе нравится? Все, приедем домой, сразу лапы пообрубаешь и будешь на гриле готовить. Такое чувство, что мы на озере где-то. Точно, ты срисовал мою мысль. Опа. Антон, мы, получается, бюджетно отдыхаем за 20 баксов в сутки. Они здесь вообще по $3 живут за сутки. Откуда ты знаешь, может здесь 25 стоит. Ну вот, столько вот палаточек. Да, может любой приехать и снять вот такую вот. Антон узнал, сколько стоит одна палатка. $30 на сутки. Ну, палатка с кондиционером и завтраком. Не, лучше мы возле своего... Чуть дороже, чем у нас даже. Поехали дальше. Так тут вот у них в кафе смузи стоит 70, а у нас возле... 35-40. 35-40, в 2 раза больше. Тут, короче, конкуренции нету. Ну да. Ну видишь, для любителей, кто хочет такой уединенный отдых от всех, то сюда и едут. Это то, что я думаю? Да. Это гробы. Гробы, вот. Это заготовка. А потом делают так, да? Посмотри, они все 1,5-метровые. То есть сюда такой человек 1,80 м не влезет даже. Ну они же все маленькие ростом. Высокие, да, это гробы, смотри. Даже гвозди, чтобы потом забивать. Они все буддисты. Объехали, получается, мы все восточное побережье. Тут виды красивые, но отелей нет, наверное, потому что пляжи не очень. 3 тикетс. 219. Ага, 657. Окей. 219 тысяч. Это получается 219 тысяч на человека. Это получается где-то $8,5. Вход в этот ресторан. И там кушаешь все, что хочешь. И он, походу, очень много морепродуктов здесь. Сейчас посмотрим. Он много кушает. А он за мной доедает. Завтра можете закрываться, вы разорены. Окей. Ой-ой-ой-ой, с чего начнем, ребята? Смотрите, вот это все мясо, какое-то тут и свинина есть, креветки, кальмары. Вот это все набираешь и сам себе готовишь. Лягушек будешь? Я штучки 3 себе возьму. Сейчас мы ему укоротим немножко.
тут только процентов 10 только что уже готово, а 90% надо всего готовить. Вот креветку сами приготовили на гриле. Вкусненько. А если еще в соус. Говядинка. Свининка. Вот теперь, когда наелись вот посюда, да, по отвязку, могу сделать вывод. Этот ресторан на один раз. Каждый день сюда есть не будешь. Вот сильного удовольствия не получаешь. Вот, например, здесь соседний ресторан готовит ровно 6 креветок за $4. Но эти креветки подаются в сливочно-чесночном соусе. Этот соус ты просто хочешь аж тарелку облизывать, да? Подается с такими гренками, на котором растоплено масло, с зеленушкой. То есть, и там будет всего лишь каких-то 6 креветок, да? Тут ты приготовишь себе 20 на гриле за $8. Да, хочешь 30, но не то. Ты не получаешь такого наслаждения, как там. Здесь просто, во-первых, нету столько специй, чтобы выбрать и хорошо приготовить. Ты можешь приготовить, ну вот, как оно, вот, естественный вкус и все, а специй никаких нету, чтобы там заправить чесноком. То есть вот этого не хватает. Да, то есть масла там сливочного, например, да? То есть вроде бы соусов куча, а они забивают вкус, мне кажется. Не то, не то. Ну, на один раз можно сходить, конечно. Набить чисто желудок, но не получить ресторанного удовольствия. Мы сейчас приехали в кокосовую тюрьму. Я смотрю, это у них как мемориал, типа нашей Брестской крепости. Вот дети только что пришли, поставили вот эти свечки, горят. Пошли зайдем, посмотрим, что это такое. Называется она кокосовой, потому что заключенные работали на кокосовых плантациях. Ну и тут над ними издевались и мучили их. Вот где мы здесь сейчас находимся, это не реконструкция. Это все на самом деле вот как было, так и есть. Никто здесь ничего не трогал. Раз, два, три. Тут 8 колючих проволок натянуто, да? 8 заборов. И все равно отсюда были побеги. Но в основном побеги были, конечно, при конвоировании на плантации. Отсюда сбежать было невозможно. О, блин, Ты тоже аж испугался? думал, реально актеры какие-то. Это кухня, я так понимаю, да? А вьетнамцы на самом деле вот такие вот маленькие. А это те же вьетнамцы. Только те, которые были против коммунизма, а за капитализм. В таких казармах могло содержаться вплоть до 300 человек в одной. А тут экспозиция пыток. Да, тут их пытали, ногти обрезали, пытали электричеством, звуком. Вообще туристам сюда не рекомендуется детей водить, а сами вьетнамцы водят для того, чтобы показать, и что таких зверств больше никогда в мире, и тем более на территории Вьетнама, не произошло. А это, получается, их туалеты такие. Кто-то в туалет ходит, а кто-то убирает, потом эти бочки. Ходим как по кладбищу, музею. Да, тут погибло 400 человек из 4000 заключенных. Ну, больше, конечно, урон — это издевательства зверские. Ну, вход сюда бесплатный. Смотрите, любуйтесь, что было. Клетки садили специально, чтобы они не могли встать. Тут даже сидеть неудобно. Без еды, без воды,
без туалета и на палящем солнце. Да, днем плюс 32, ночью плюс 17. Мрачновато тут. Тишина гробовая. Поехали, да? Мы приехали на ферму по выращиванию жемчуга. Вот экспозиция. Смотрите, в каких-то металлических клетках лежат эти ракушки для жемчужин. И туристы вот это смотрят. Ну, походу нам сейчас предоставят русского гида. Сказали, минутку подождите. Если не будет гида, я буду гидом. Ну, я буду так себе гид. Я буду только обо всем догадываться. Вот, например, я вот вижу, что на экспозиции вот именно такая клетка, да? О. Чтобы никакая рыба, никакой хищник, никакая волна не утащила жемчуг. У нас, кстати, Новый год сегодня. И без снега, без холода этого вообще не ощущаешь. Просто не ощущаешь. У нас здесь лето. Тут, наверное, был выращен гигантский жемчуг размером вот так вот, наверное, вот. С 2 кулака. И стоил он, наверное, как остров. Нормально я обо всем догадываюсь. Наверное, нам не нужен гид, да? Здрасте. Как зовут? Галя. Галя? Да. А что вас Галя зовут? Ну, раньше я жила на СССР. А. Какой цвет? Такой жемчуг. Да, такой жемчуг. То есть вот этот жемчуг примерно отсюда, Да, отсюда, от края. а этот темный примерно отсюда. Да. Ага. Этому 5 лет, да? Да, 3 до 5 лет. Нашего экскурсовода зовут Нга. Ну, посмотрите, какая земля круглая. Она во времена СССР была в городе Бресте несколько раз и привозила на наш вещевой рынок помады и продавала там. Нету жемчуга. А вот. Она живая была? Да, живая вот. Да. Покажите жемчуг. Вы трогайте. Твердая? Да. Ну, Антон, очень твердая. Хозяин, он нашел в районе Фуко. А, это посуда, которую нашли в районе Фукока, да? Ага. Она старая, старинная, да? Да, очень-очень старая. Ага. 15 век. 15 век. Да, или 17 век. Или китайский. Короче, китайская и тайванская посуда, да? Очень красивый. Китайский. А ее в воде нашли? Ну, я не знаю. Ну и не надо. Даже вьетнамский язык тоже не научил. Извините тогда. Ничего. Да, вот. Смотрите, 15 век. 15 век. Да. Окей. Да, вот посуду, которую нашли на Фукоке, вот с китайскими иероглифами. Скажите, а какой самый большой жемчуг размером килограммов? Сколько он? Я тоже не знаю. Не знаете? Ну и не надо. Мы с вами загуглим. Оказывается, в 1934 году на Филиппинах нашли самую большую в мире жемчужину. И весила она 6 килограмм 370 грамм. А в диаметре составляла 24 сантиметра. Не, ну вы посмотрите. Мало того, что отсюда жемчуг извлекли. С этой ракушки сделали шедевр. Твердый, как мрамор. Полируется, да, прям. Что она? Смотри, вот, Ага. да, так. Она стесняется, да? По-моему, так я так шучу. А. Она отделяет сейчас крупное от мелкого. Размер к размеру. Миллиметр к миллиметру. Цвет к цвету.
берет абсолютно две одинаковых, и чтобы получилась пара сережек. Молодец ты. Правильно я говорю? Кстати, экскурсия бесплатна. Тут не надо деньги платить. Экскурсия бесплатна. Со мной? Ну. Со мной, да. Но тут надо это все купить, можно купить, да? А на ночном рынке чуть-чуть дешевле. Там мы не знаем точно ли. А, вы не знаете точно там Да, жемчуг или нет? да, а Там может это быть пластик, а тут настоящий. Ты хорошо знаешь. Я пойду к вам экскурсоводом. Я ваш конкурент буду. Это все крокодилья кожа, да? Галя, а у вас раньше на Фукоке была крокодилья ферма, а сейчас ее закрыли. Почему? Мы хотели, там мясо крокодилов можно было кушать. Что закрыли? Я хотел крокодила поесть. Я часто спрашиваю. Я не знаю. Не знаю. А я знаю, потому что вы всех крокодилов вот сюда вот завалили и продаете уже. Шест- 16 миллионов донгов. Это сколько? Где-то долларов 600-700. Возьми подарок, отложи домой. До свидания. Да, заплати. Скидка будет? О, начинается. Конечная цена, да? Это не базар, брат. Наверное, он там торгует, да? Да? Говорит, это не базар, брат. Смотрите, смотрите. Как называется? Босоножки. Шлепки. Шлепки. Вот, туфли хорошие. 10 миллионов. 10 миллионов. Антон, 10 миллионов это сколько? 400 баксов? Ты как выйдешь у себя на двор, у тебя все животные сразу тебе позавидуют. Конечно. Они подумают, если я крокодила завалил, то нам недолго осталось. Лучше не хрюкать, да? Они разноцветные, и это природный окрас. Его собирали бусинка к бусинке. Он не окрашенный. Друзья, знаете, что Антон такой заспанный? Я его разбудил и говорю, Антон, говорю, пошли конец ролика снимать. Давай итоги подведем. На самом деле, этот ролик будет не длинный, как все. У нас тут еще много что есть посмотреть. Еще здесь есть пляж звезд, морских звезд, где просто усеяны этими звездами. Еще мы прямо сейчас мы поедем на ночной рынок, поедем в Али ожерелье и покупать. Потому что вот в официальном магазине видели цены, там все миллионами, а там все 100 тысяч там стоит. Там тысячами, да? Да, то есть раз в 10 дешевле. Надо взять пока халява. Ну, этот ролик можно, конечно, было сделать 2-часовым, но зрителям особо не нравится смотреть. Ну, что нам стараться тогда? Часового хватит. Вот. Ну что, еще я пару видел таких комментариев. Если честно, вот пишут, Дима поехал рекламировать страны. И я так посмотрел этот ролик, действительно, тут как будто я остров рекламирую. Ну, наверное, это глупо. Нет такого блогера в мире, чтобы он рекламировал остров или отдых как-то. Но на самом деле нам здесь понравилось. Один из лучших отдыхов. Почему? Потому что власти сделали все, создали такую инфраструктуру, вкидывают сюда деньги. Вот просто, если кто-то со мной не согласен, назовите вот остров в мире вот такого размера, 50 на километров, где есть 2 аквапарка. 2 развлекательных центра. Да, можно сказать, где такие есть 2 сумасшедшие. развлекательных центра. И за такие деньги, вот за такие деньги, за просто, можно назвать такие же самые острова по размеру, где дорог нету. Просто на островах очень трудно вообще создать какую-то инфраструктуру. Там в основном на островах даже дорог нету асфальтированных, просто гравейка. А здесь, я не знаю, но нам весь отдых обошелся, может, в $500 здесь.
Может, и того, наверное, даже нет. Не знаю, у меня такое чувство, как дома как-то себя чувствуешь здесь. Мы же заселились, и в начале ролика я сказал, мы поедем еще в другой отель, и мы попробуем в разных. Мы путешествовали, мы в этом отеле только спали. Подушка мягкая, как дома было. Да и мы с Валентиной говорим, нет, отсюда переезжать не будем. Ну, а зачем отсюда переезжать? Да, и вообще по природе, такому ощущению, я говорю, мне единственное, что только пальмы, а так как дома практически. То есть вот чувствуешь себя, не знаю почему. Такое ощущение. Минус вот у меня. все равно есть. Знаешь, мы когда ездили, знаешь какой? Какой? Сейчас тебе расскажу. Уже пока этот минус вспомнил другой. Нет, вообще, на самом деле, сюда минус есть, что сюда трудно добираться. Тут надо ехать как минимум двумя пересадками. До Хошимина надо лететь, да, а потом это вот это минус. внутренними авиалиниями, да. А второй минус, после того, как выйдет этот ролик, тут, наверное, все-таки остров лопнет. Я точно говорю, Антон, мы когда на рыбалку приезжаем, потом приезжаем туда через неделю, никому не говорим, где мы рыбачили, там уже народу, все ездят, Черничный хутор, мы тут тоже ловим. Слушай, мне интересно, от кого оно лопнет, от китайских или вьетнамских туристов? Сюда уже русскоязычные поедут. Да, тут мало русскоязычных туристов, и мало тут, ну, вообще как-то тут все азиатские туристы. Да, очень много азиатов, очень. В общем, мы, наверное, сюда больше не поедем, потому что места нам не будет. И отель этот уже не будет $20 продаваться. Я даже не буду говорить название отеля, но он уже будет по полтосу. Все, друзья. Шутки шутками, ну, конец ролика. Всем до свидания, пока.